Представьте, перед вами танкер. 300 тысяч тонн стали, металла и нефти. Длиннее 3 футбольных полей, поставленных в ряд. И всю эту махину держит на одном месте кусок железа, который весит меньше вашего автомобиля. 15 тонн против 300 тысяч. Соотношение 1 к 20 тысячам. Каждый инстинкт кричит: так не бывает. Такая громадина должна сорвать эту железку с места, как пушинку. Но она стоит. В шторм, в прилив, в течении стоит намертво. И вот что странно. Дело вообще не в этой железке. Настоящий якорь совсем не то, что вы себе представляете. Он не там, где вы думаете, и работает не так, как вам кажется. А главное, уберите из этой системы одну единственную деталь, и то, что удерживало супертанкер, сорвется и поползет по дну. Сегодня мы найдем, где на самом деле прячется сила якоря. Держитесь, под водой вас ждет то, о чем почти никто не догадывается. Начнем с того, во что верят почти все. Спросите любого, почему якорь держит корабль, и услышите один и тот же ответ. Но он же тяжелый. Звучит логично. Упала на дно тяжелая штука и не пускает судно дальше. Просто и понятно. Вот только это неправда. Давайте посчитаем вместе. Якорь крупного судна весит 10, 15, 20 тонн. У авианосца пара якорей и вовсе по 30 тонн каждый, но и это капля. Ведь само судно сотни тысяч тонн. То есть корабль тяжелее своего якоря в 10, а то и в 20 тысяч раз. Если бы все решал вес, эта пропорция была бы приговором. Теперь прикиньте силы. Ветер и течение давят на борт большого судна силой в десятки тонн. Обычная железка такого веса поехала бы по дну под этой нагрузкой, как хоккейная шайба по льду. Просто скользила бы, взрыхляя грунт, и все. Никакой вес тут не спасет. Вода уменьшает его еще на добрую 10-ю часть, и лежащая на дне болванка держится за него почти никак. Чтобы почувствовать масштаб, представьте борт супертанкера как стену высотой с 10-этажный дом и длиной в 3 футбольных поля. Штормовой ветер наваливается на эту стену всей своей ладонью. Течение подпирает корпус снизу. Суммарно на якорную цепь ложится сила, которую не удержала бы и колонна грузовиков. И на другом конце этой цепи всего лишь 15 тонн железа. Даже у гигантского авианосца звено цепи весит килограммов 160, а всей цепи за 1000 футов длиной, и все равно ее вес против инерции корабля почти ничто. И вот тут первый сюрприз. Инженеры давно измерили, сколько на самом деле держит хороший якорь. Ответ ошеломляет. От 10 до 200 раз больше собственного веса. Вдумайтесь, 20-тонный якорь способен удержать нагрузку в сотни, а лучшие образцы и в 1000 тонн. Откуда берется эта сила? Точно не из веса. Вес тут смехотворно мал. Значит, якорь держится за что-то. Он не лежит на дне мертвым грузом. Он за него цепляется, впивается, вгрызается. И как только вы это понимаете, картинка переворачивается. Вопрос уже не насколько он тяжелый, а насколько крепко он вгрызся. А это, как вы сейчас увидите, совершенно другая история. Так за что же он цепляется? Посмотрите на якорь внимательно. У него есть лапы, широкие, острые, похожие на 2 гигантские ладони. Именно они делают всю грязную работу. Когда судно тянет якорь по дну, лапы не скользят, они врезаются в грунт и начинают зарываться. Глубже, еще глубже. Хороший якорь уходит в дно целиком, с головой, порой на глубину в несколько собственных длин. И вот что важно понять. Якорь не работает в ту секунду, когда его сбросили. Сброшенный якорь просто лежит на дне и не держит почти ничего. Чтобы он заработал, судно должно медленно потянуть его назад. Тогда лапы зацепятся и начнут пахать грунт. Моряки так и делают. Отдав якорь, дают задний ход машиной, чтобы силой загнать лапы в дно. Только зарывшийся якорь становится якорем. И держит тут не одна острота лап. Когда лапа зарывается, на дне оказывается целый слой грунта, песка, глины, ила. Этот слой давит сверху всей своей массой. Плюс возникает эффект присоса. Плотный мокрый грунт не хочет отпускать то, что в него залезло. Вы наверняка чувствовали это, когда вытаскивали ногу из вязкой глины. Она держит с неожиданной, почти живой силой. У якоря то же самое, только в масштабе многих тонн.
Представьте эту сцену вживую. Судно дает задний ход, цепь натягивается, и где-то там, в темноте под водой, две стальные лапы медленно взрезают дно и уходят вглубь. Корпус вздрагивает, машина ревет против собственного якоря, и в какой-то момент судно замирает, будто наткнулось на невидимую стену. Все, зацепился. С этой секунды не острый крюк держит корабль, а тонны грунта, навалившиеся сверху на зарытые лапы. Именно площадь этих лап, а не их вес, решает, сколько судно устоит. Поэтому держит не вес якоря, а площадь его лап и то, в какой грунт он зашел. Цифры это подтверждают жестко. В плотном песке якорь держит примерно в 7 раз больше своего веса, а в жидком иле всего раза в 3. Тот же самый якорь, та же самая масса, но на хорошем дне он держит вдвое крепче, чем на плохом. Вес не изменился ни на грамм. Изменилось только то, за что зацепились лапы. Вот почему капитаны так внимательно изучают карту грунтов, прежде чем встать на стоянку. Песок и глина держат, а жидкий ил или голая скала могут не удержать вообще. Вот почему инженеры давно перестали гнаться за весом. Современные якоря делают легкими, но с огромными лапами, и они держат лучше старых чугунных гигантов. Миф о том, что якорь лежит на дне, можно смело выбрасывать. Он не лежит. Он пашет и зарывается, как плуг в поле. Но здесь прячется хитрая ловушка. Лапа зарывается в дно только при одном условии – если тянуть ее строго вдоль дна горизонтально. Стоит потянуть чуть вверх, и лапа не роет, а выходит из грунта. А теперь вопрос на миллион. Цепь от якоря идет к судну, которое плавает высоко наверху, то есть тянет вверх. Как же тогда лапа умудряется рыть вниз, если сила направлена к поверхности? Вот тут и появляется настоящий герой этой истории. И это цепь. Та самая цепь, на которую вы никогда не обращали внимания. Все смотрят на массивный якорь, а работает она. Сейчас объясню, и это перевернет все, что вы о ней думали. Цепь у большого судна чудовищно тяжелая. Ее меряют особыми отрезками, шотами, по 27,5 метров каждый. Каждый шот на стыке помечен краской, чтобы в темноте на глаз считать, сколько уже отдано. И таких шотов на борту десятки. В сумме на крупном корабле набирается больше километра цепи, свернутой в специальном колодце в носу судна. Одно только звено весит как мешок цемента, под 150 килограммов. А вся цепь целиком тянет на десятки, на гигантах на сотни тонн. Часто она тяжелее самого якоря в разы. И вот вам цифра для масштаба. У самых больших судов мира каждый якорь весит за 20 тонн, а на военных гигантах и за 30. Но настоящий рекорд держат не сами якоря, а их цепи. На крупнейших авианосцах и танкерах в носовом колодце спрятано больше 300 метров цепи на каждый борт, а весит она под 200 тонн. Вдумайтесь, почти 200 тонн стали только для того, чтобы одна железка правильно легла на дно. Когда это осознаешь, все встает на места. Якорь не крюк. Это целая система. И самая тяжелая, самая важная ее часть вовсе не тот кусок, который все привыкли называть якорем. И вот зачем нужна вся эта тяжесть. Когда судно вытравливает цепь, она не идет к якорю по прямой линии. Она провисает вниз огромной дугой под собственным весом. Инженеры называют эту дугу красивым словом «цепная линия». И самое важное, нижняя часть цепи ложится прямо на дно и тянется по нему иногда на десятки метров. Кстати, вы наверняка слышали этот звук в фильмах, даже не понимая, что он значит. Когда отдают якорь, цепь с оглушительным грохотом вылетает из клюза. Лязг, искры, облако ржавой пыли. Это уходит на дно те самые тонны стали, и чем глубже, тем больше их нужно отдать. На глубокой стоянке в воду уходит вся длина, до самого дна колодца. Матросы на глаз считают крашеные метки на стыках шотов. Один прошел, второй, третий. Каждая метка – это еще 27 метров провисающей дуги, еще немного той самой пружины, что спасет судно ночью. Чувствуете, к чему все идет? Раз последний кусок цепи лежит на дне, значит, к якорю он подходит не сверху, а вдоль дна, горизонтально. Именно то, что нужно лапам, чтобы рыть вниз, а не выдергиваться. Больше того, тяжелая провисшая дуга работает как гигантская пружина. Судно наверху дергается на волнах, рвется то вперед, то назад,
но каждый рывок сначала должен приподнять эту многотонную цепь со дна. Дуга гасит удары, и до якоря доходит лишь мягкая, ровная, горизонтальная тяга. Была бы вместо цепи веревка, она натянулась бы в струну от первого же порыва и рванула якорь вверх. Вот теперь видно, кто на самом деле держит корабль. Не железка на конце. Держит вес цепи и ее провис. Якорь лишь ставит точку, цепляется за дно там, куда его уложила цепь. Так что миф «цепь просто соединяет якорь с судном» насквозь ложный. Цепь — это и есть главный рабочий орган. Убери ее тяжесть, и якорь превратится в бесполезную болванку на конце нитки. Но раз все держится на провисе цепи, встает следующий вопрос. Сколько же этой цепи нужно вытравить, чтобы дуга успела лечь на дно горизонтально? И вот здесь моряки веками платили кровью за одну простую цифру. Эта цифра – соотношение длины цепи к глубине. Сколько метров цепи вы отдали на каждый метр глубины под килем? И правило тут железное. В спокойную погоду нужно вытравить цепи хотя бы в 5 больше глубины. 5:1. Стало неспокойно? Давай 7:1. А в шторм – 10:1 и больше. Глубина под вами 20 метров? В хорошую погоду отдайте хотя бы 100 метров цепи, а в шторм – все 200. Кажется, что это дикий перебор. Это не перебор, это выживание. И заметьте, какой ценой оно дается. Чем больше цепи в воде, тем больше пространства нужно судну. На той же 20-метровой глубине с 200 метрами цепи корабль на ветру описывает вокруг якоря круг радиусом в добрых 1,5–2 метров. Вот почему в переполненных гаванях суда стоят на коротком клюзе и в постоянном напряжении. Места на длинную безопасную дугу просто нет. Почему так критично? Все упирается в тот самый угол у дна. Отдали мало цепи, дуга не успевает лечь, и цепь подходит к якорю под наклоном вверх. А теперь держитесь за цифры. Стоит тяге приподняться всего на 30 градусов, и якорь теряет половину своей силы. Половину. При 45 градусах остается около трети. А при 60 якорь держится уже одним слабым трением, считайте, не держится вообще. Именно поэтому на судах есть якорная вахта. Всю ночь один человек не спит и следит за единственной вещью – не поползли ли мы. Он берет на берегу 2 приметные точки, ставит их в створ и час за часом проверяет, держатся ли они друг против друга. Стоит им начать медленно расходиться, и это первый, а часто и единственный признак, что якорь сорвался и судно пошло. Тихо, без толчка, без звука. Просто 2 точки на берегу поплыли в стороны, а под килем вместо 20 метров глубины уже 10. И вот что происходит дальше. Судно, что стояло намертво, начинает медленно, незаметно ползти. Лапы, которые так красиво зарылись, выходят из грунта, их же потянули вверх. Знаете, что самое коварное? Ночью в темноте экипаж этого может не заметить. Приборы показывают, что судно почти на месте, берег далеко, а оно уже дрейфует, метр за метром, к скалам или на мели. И есть еще одна беда. Чем длиннее цепь, тем шире круг, который судно описывает вокруг якоря на течении и ветре. В тесной гавани, где стоят десятки судов, этот круг легко пересекается с соседями, и вот уже 2 корабля с зацепившимися якорями несет друг на друга. Миф «бросил якорь и стой спокойно» стоил флотам сотен погибших кораблей. Казалось бы, вывод простой – отдавай больше цепи, и ты в безопасности. Длинная дуга, красивый горизонтальный угол, якорь зарылся намертво. Но природа приготовила удар посерьезнее, потому что в настоящий шторм даже эта спасительная дуга исчезает. Смотрите, что делает по-настоящему сильный ветер. Пока он умеренный, тяжелая цепь честно провисает дугой и гасит рывки. Но когда налетает буря, 40-50 узлов, судно начинает тянуть с такой силой, что выпрямляет цепь. Всю. Ту самую тяжеленную дугу, которую вы так старательно выкладывали по дну, ветер натягивает в прямую струну. А дальше цепная реакция катастрофы. Дуга исчезла. Значит, у якоря снова появился угол вверх. Значит, лапы снова выходят из грунта. Значит, якорь ползет. И теперь его уже ничто не смягчает. Каждый удар волны бьет напрямую по лапам, вырывая их из дна рывок за рывком. Экипаж травит еще цепь
Отдает второй якорь, запускает машину против ветра. Все, лишь бы вернуть дуге провис. Иногда помогает, иногда нет. У моряков для этого есть особое зловещее выражение – дрейф на якоре. Звучит как оксюморон. Как можно дрейфовать, если ты на якоре? Но именно это и происходит. Якорь все еще за бортом, цепь все еще натянута, а судно неумолимо ползет вбок и назад, волоча по дну сорванные лапы. И самое жуткое – остановить это в разгар шторма почти нечем. Отдать больше цепи, если она еще осталась, запустить машину и держаться носом на ветер, если хватит топлива и нервов, отдать второй якорь и молиться, что зацепится хоть он. Это не теория. Октябрь 45-го года, бухта у Окинавы. Огромный флот застигнут тайфуном прямо на стоянке. Ветер под 80 узлов, волны в 10 метров. Корабли отдают якоря, вытравливают все, что есть, и это их не спасает. Якоря ползут по дну один за другим, суда наваливаются друг на друга в темноте. Итог того дня страшный. 222 судна выброшено на мель, десяток затонул. А еще раньше, в 1937-м, тайфун в Гонконге сорвал с якорей и швырнул на берег и доки почти 3 десятка пароходов. Их погнало на сушу как щепки, вместе с якорями, что пахали дно всю дорогу. Вот почему бывалые капитаны боятся не открытого моря, а стоянки в шторм. В открытом море ты хотя бы можешь маневрировать, идти носом на волну, а на якоре ты привязан к одной точке и можешь только молиться, чтобы лапы удержались в грунте. Миф о том, что большому судну на якоре буря не страшна, разбивается о сотни реальных кораблекрушений. Якорь – не гарантия. Это хрупкий баланс, который сильный шторм ломает играючи. Но у ползущего якоря есть еще одно последствие, и оно давно вышло за пределы моряцких бед. Потому что якорь, который тащится по дну, крушит не только свое судно, он способен перерезать нервы целой цивилизации. Спуститесь мысленно на дно моря. Там в темноте и иле лежат кабели и трубы. По ним идет интернет между континентами. Почти весь мировой трафик данных бежит именно там, по тонким ниткам на дне, а вовсе не через спутники. Рядом силовые кабели между государствами и газовые трубы между берегами. Весь современный мир висит на этих ниточках. А теперь представьте, что над ними проходит судно, у которого якорь по недосмотру или с умыслом волочится по дну. Осенью 2023 года в Балтийском море случилось именно это. Судно тащило свой якорь по дну сотни километров, само того будто не замечая, и по пути вспороло газопровод и кабель связи между странами. А в конце 2024-го водолазы нашли на дне след еще одного якоря длиной под 100 километров. Ровная борозда, пропаханная по морскому дну, как след гигантского плуга. На ее пути оказался силовой кабель между Финляндией и Эстонией, и его перебило. И вот что делает это по-настоящему страшным. Такой кабель – это не просто провод. Это артерия, по которой между странами течет весь интернет, все банковские платежи, все звонки и переписка. Перебить его якорем – секундное дело, а чинить потом неделями. Нужно найти на дне место разрыва, привести специальное судно-кабелеукладчик, поднять оба конца с глубины, срастить и снова уложить. Пока идет ремонт, миллионы людей живут с оборванной связью, а спецслужбы гадают, это была случайность или чей-то холодный расчет. Вдумайтесь в этот образ. Та же самая физика, что удерживает 300-тысячетонный танкер, здесь оборачивается против людей. Зарывшийся в грунт якорь тащит за собой судно и одновременно, как исполинский плуг, вспарывает дно на десятки километров, разрывая все, что там проложено. Миф о том, что забытый на дне якорь безобиден, обернулся отключенным интернетом, обесточенными городами и международными расследованиями. Одна железка на цепи, и целые страны остаются без связи и энергии. Вот мы и прошли весь путь. И теперь вернемся к тому танкеру из начала, к железке, что держит 300 тысяч тонн. Теперь вы знаете правду. Держит не вес, держит зарывшиеся лапы. А зарыться им позволяет не сам якорь, а лежащая на дне цепь, что задает единственно верный горизонтальный угол. Настоящий якорь – это не железный крюк на конце. Это полкилометра тяжелой цепи, уложенной по дну, и тонкий баланс наклона всего в несколько градусов. Крюк лишь ставит финальную точку там, куда его привела и уложила цепь.
Вся сила, вся надежность, вся драма в этой провисшей стальной дуге, которую никто не замечает. И в этом весь парадокс. Якорь держит не силой, он держит геометрией. Не тем, что он тяжелый, а тем, под каким углом его тянут. Сдвиньте этот угол на 30 градусов, и половина силы испаряется. Уберите длину цепи, и та самая деталь, что удерживала супертанкер, превращается в плуг, режущий кабели целых государств. Все решает не мощь, а точность. А теперь мой вопрос к вам. Как думаете, что еще из привычных вещей вокруг нас держится вовсе не на том, в чем мы так уверены? Напишите в комментариях, о чем хотите узнать правду в следующий раз. И если этот ролик перевернул для вас что-то простое и знакомое, подпишитесь. У нас еще много такого, что работает совсем не так, как вы думали.